Меня зовут Сергей Поляков, я являюсь главным архитектором портала Домомо. Сейчас мы рассмотрим состав типового проекта от нашей компании. Представляет он собой альбом формата А3, подшитый на пружину, либо на скрепки. Титульный лист с основными объемно-планировочными показателями. Общая пояснительная записка. И далее перечень чертежей проекта. Здесь та часть, которая входит иногда в архитектурный раздел, в архитектурное решение. И далее все те листы, которые входят в конструктивное решение. Начинаем мы с видов, планов, фасадов и разрезов. И далее от фундамента идем до кровли, снизу вверх. Фундаментная часть, стеновая часть, окна, двери, перекрытие и далее листы, касающиеся стропил и кровли. Здесь паспортная часть, либо архитектурная часть, виды, планы, фасады и разрезы. План первого, план второго этажей. Разрезы. Далее идет фундаментная часть, в которой имеется план котлована, план фундаментной плиты, сечение по этой фундаментной плите, выпуски канализационных выходов и гильзы для ввода воды и электричества, сечение, армирование фундаментных конструкций, а также общая спецификация на арматурные элементы и расходы основных строительных материалов на фундамент: бетона, утеплителя, песка, гидроизоляции. Далее следует раздел стены, развертки стен, маркировка оконных проемов и перемычек и расход основных материалов на стены. Объем стенового материала, объем утеплителя, объем облицовки в квадратных метрах и иногда в кубах, если это нужно. Спецификация заполнения оконных проемов, дверных проемов. И далее листы, касающиеся перемычек, ригелей и перекрытий. План плиты перекрытия, армирование этой плиты перекрытия и сечение по этой плите перекрытия. Здесь они указаны, и далее мы их видим. Вот те сечения по плите, по перемычкам, которые имеются. После листов с перекрытиями, перемычками и ригелями идут листы по стропильным конструкциям и кровле. План основной кровли с сечениями по этой кровле, уклоны, площади каждого ската и расположение дымовентиляционных блоков на кровле. Далее мы видим план муэрлатных брусьев, план подстропильной системы. И, наконец, план стропильной системы с маркировкой основных стропильных элементов. Далее идут узлы, эскизы и различные сечения стропильных конструкций и пироги кровли. Пироги, то есть состав кровельной конструкции. Если есть одноэтажная кровля в двухэтажном доме, она указывается отдельно. Дальше план стропильной системы для этой одноэтажной части. И указание по монтажу кровельного покрытия с основными конструкциями кровли. Здесь холодная кровля, утепление происходит над вторым этажом по затяжкам стропильной системы. Расходы на кровлю, в данном случае основного дома и одноэтажной части,
расходы различных пиломатериалов, расходы утеплителя, вот они даны, расходы пароизоляционной пленки и листы, посвященные дымовентиляционным каналам и их расположению на кровле. Здесь идет маркировка дымовентиляционных каналов. Последние листы в проекте отведены архитектурным элементам фасадов. Эскиз декоративного пояса второго этажа, эскиз декоративного пояса цоколя. И указана также длина каждого декоративного элемента в погонных метрах. Это ростовка углов здания. Это сечение наличников, вертикальное и горизонтальное сечение колонн. Помимо архитектурно-строительного раздела имеется еще инженерный раздел проекта, о котором мы скажем позже. Основная часть проекта – это именно архитектурно-строительный раздел, иногда подразделяемый на разделы АР и КР. Спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал.